Вы задумали оригинальный образ для своей куклы? Или же просто хотите попробовать себя в перерисовке? Но как же избавиться от фабричного облика? Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем очищать нашу куклу. Для начала нужно удалить волосы, но если вам это не требуется, просто пропустите этот шаг. Соберем волосы в хвост, чтобы отстриженное не разлеталось во все стороны. И затем срезаем их как можно ближе к голове, чтобы потом было легче их полностью удалить. И вот что получилось. Теперь необходимо снять кукольную голову. Однако это не так просто. Нужно прогреть резину в местах стыка с шеей, чтобы она стала мягче и шейный шарнир не повредился. Например, можно опустить голову куклы до нужного уровня в кипяток. Или просто прогреть это место обычным феном для волос. После этого голова легко снимается, а шейный шарнир с якорем остаются целыми. И теперь можно заняться оставшимися волосами. Берем подходящий инструмент. У меня это вот такой пинцет. И как бы соскребающими движениями снимаем клей, которым закреплены волосы со внутренней стороны головы. Торчащие отстриженные волоски при этом должны втягиваться внутрь. Все лишнее убираем. Далее берем ацетон и защищаем наши ручки. Технический ацетон очень агрессивный, поэтому не забывайте о безопасности. Смоченным в растворе ватным диском удаляем остатки клея. И аккуратно, не растирая, а как бы промакивая, снимаем заводскую краску. А если используете жидкость для снятия лака, лучше оставить диск на резине на несколько минут. И ни в коем случае не растирать туда-сюда, иначе на лице могут остаться пятна. Если хотите снять краску с пластиковых деталей, то будьте крайне внимательны и не задерживайтесь на одном месте, иначе ацетон очень быстро разъест пластик и деталь просто оплавится. После очистки детали нужно хорошенько сполоснуть водой, и можно смело возвращать их на место. Напоследок можно также отрезать хвостики якоря. На функциональность и подвижность головы это никак не повлияет, но поможет в следующий раз гораздо легче и безопаснее снять кукольную голову. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. А если вы хотите, чтобы видео выходили чаще, рассмотрите возможность поддержать меня на Patreon. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!